Всем доброго дня! Сегодня буду готовить джем из алычи и немножко возьму яблок. Яблоня немного опадает, поэтому из таких недоспевших, недозревших яблок сделаю такой вот микс. Итак, у меня вот здесь вот уже есть более спелые сливы. Я их выкладываю сверху. И сейчас залью, наверное, пару стаканов воды налью. И таким способом у меня будет готовиться слива. Ставлю кастрюльку. И накрываю крышкой. Итак, слива у меня уже закипела хорошо. Я выключаю. Мама нарезала, очистила яблоки. Этот раз я шкурку не снимала. И буду готовить не в пароварке, а в кастрюльке. Уже туда налила 1,5 стакана воды. Вот таких. Здесь 300 мл. Поставила уже на огонь. И буду сейчас готовить. Итак, яблоки у меня проготавливались 20 минут. Я их отключаю. Отставлю в сторону для того, чтобы охлаждались. Яблоки я взбила погружным блендером, а затем протерла через сито. И вот такое получилось пюре. Сливу протерла с помощью друшлака. Сначала, конечно, отделила сок, удалила косточки, кожицу сливы и протерла через ситочко. Итак, на вот это вот количество мякоти яблока, сливы и вот сока я взяла 6 килограмм сахара. Сейчас буду разбавлять соком и заваривать сироп. Сейчас хорошо размешаю, включу газ и буду заваривать. Сейчас я сюда еще добавлю сахара, наверное. Оно растворится, а потом буду отбирать потихоньку, наверное. Такой красивый цвет. Ну, дальше будет все так же, как и я готовила джем из яблок. Заварю сироп, потом добавлю в сироп мякоть и буду уваривать до необходимой густоты. Вот так вот я растворила сахар в соке из сливы и в одной и во второй кастрюле. А теперь помешиваю, буду доводить до кипения, буду пробовать на ниточку и только потом я смешаю с вот этой мякотью. Ну а пока занимаюсь я сиропом, увариваю сироп. Вот видите, как сильно увеличился объем. Я сейчас возьму и перекладу немножко в эту кастрюльку. А сейчас стану его помешивать. Я убавила огонек и буду помешивать. В это время нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы не убежал сироп из кастрюли. Итак, я сейчас уже буду вот это вот из этой маленькой кастрюльки переливать в пюре. Вот на половнике, когда остывает, уже есть ниточки такие, уже можно переливать. Сейчас я аккуратненько туда волью и перемешаю. Теперь хорошо нужно размешать. Это пюре яблочно-сливовое я смешаю со всем сиропом, для того, чтобы была однородная масса. И потом только буду разливать в кастрюльки и проготавливать до конца. Конечно, с этим джемом нужно немножко повозиться, но зато это того стоит. Вот хорошо, что поместилась полная. Ой, зато половник аж там внутри. Поставила в 3 емкостях 3 кастрюльки. Вот это вот у меня на рассекателе. А те 2 кастрюли, за это я пока не переживаю, она жидкая, ничего не будет подгорать. А вот там надо будет чаще, наверное, перемешивать. И когда закипит, нужно быть очень осторожным, потому что поднимется и все вылетит. Как видите, пузырьки уже такие не водянистые, а уже начинают становиться гуще. А в 3 кастрюльке пока еще нет, только начинает закипать. Баночки я поставила в мультиварку, помыла их и поставила в мультиварку в режим выпечки. Пускай прогревается. Сейчас я буду вот это вот варенье выкладывать в баночки. Я взяла лейку и буду с помощью половника наливать. Наливаю до самого верха. Ну и сразу закатываю крышечкой. Ну и так буду продолжать все остальные. Да, хотела показать вам. Варенье уже готово. Оно хотя и жидкое, но оно остынет. Это, конечно, не тот джем, что я делала из одних яблок, так как слива все-таки водянистая. Горячо сейчас будет, но попробую показать вам. Вот когда проводите полосочку, я не знаю, видно вам или не видно, когда там не сходится полоска, значит уже готово.
Ну вот и все. Получилось из этого количества, что было, вот столько баночек. О, оно уже, видите, уже какое. Я только разлила. А это я, конечно, собрала из кастрюль. Какое красивое оно. Видите? И очень вкусное. Надеюсь, моим домашним понравится. Можно использовать к пирожкам, пирогам. Да и так просто с хлебушком или с булочкой к чаю. Смотрите и другие видео на моем канале. Приятного всем просмотра. До новых встреч. Всем пока.